Каждый из нас живет так, как сам разрешает себе жить. Ни общество, ни родители, ни обстоятельства, а только наш собственный голос в голове. Наш внутренний компас. И если этот голос сломан, мы будем идти не туда, делать не то, любить не тех и жить жизнью, которая нам не принадлежит. Многие недооценивают силу нашего мышления. Современная психология и нейронаука все чаще подтверждают давнюю идею. Наши мысли и убеждения напрямую влияют на то, как мы себя будем чувствовать и как будем жить. Именно этим страдает большинство из вас. Согласно теории когнитивной оценки Ричарда Лазаруса, наша эмоциональная реакция зависит не сколько от самой ситуации, сколько от ее субъективной оценки. Именно поэтому одна и та же ситуация может вызвать разные эмоции у разных людей, ведь наше мышление — это фильтр. И если он неправильно настроен или его вообще нет, мы всю жизнь проведем в несчастье и стрессе. Любая неудача будет выбивать нас из колеи, мы будем постоянно страдать и жаловаться. И сами будем в этом виноваты. Но в этом видео мы поговорим о том, как это исправить, какие негативные установки носит в голове каждый из вас, как они портят вашу жизнь, и заменим их на те, что помогают мне справляться с любым стрессом, переживать кризисы, неудачи, расставания и даже потери близких, и сделают вашу жизнь лучше. Первое. Я никому не должен. Большинство людей проживают всю жизнь, пытаясь кому-то что-то доказать. Родителям, друзьям, бывшим, окружающим. Мы стремимся выглядеть лучше, чем есть, строим образы, прячем настоящего себя, чтобы нас одобрили, нами восхитились. Но каждый раз, когда ты гнешься под чужие ожидания или восхищение, ты предаешь себя. Боишься сказать «нет», потому что боишься показаться грубым. Терпишь чужое неуважение, потому что боишься одиночества. Остаешься в плохих отношениях, потому что чувствуешь вину. Ты не должен быть удобным, не должен быть понятным, не должен быть тем, кого все одобрят. И в этом самый важный парадокс. Ты не заслужишь уважения, умоляя о нем, не получишь любви, ее выпрашивая. Люди уважают не тех, кто пытается понравиться, не тех, кто лезет из кожи вон, чтобы заслужить внимание. Таких просто используют. А уважают, наоборот, тех, кому плевать на чужое уважение, кто сам ставит условия, кто не торгуется за признание, кого не сломаешь чужим мнением, потому что у него есть свое. Сильная личность — это не тот, кто угождает всем, а тот, кто ставит себя в приоритет, кто умеет уйти, когда его не ценят, и всегда выбирает себя, даже если это не поймут. Потому что настоящая ценность рождается не в чужих глазах, а в своих собственных. Ты никому ничего не должен. Ты должен только себе. И если кому-то что-то и доказывать, то не публике, а тому, кого видишь в зеркале. Второе. Впереди только лучшее. Однажды мне помогла мысль, что все, что со мной происходит, оно несет за собой смысл. Любой провал, проблема, боль, расставание и предательство – это неоценимый урок. На пути жизни на самом деле нет плохого или хорошего. Ведь в этой жизни ты не получаешь то, что очень хочешь, а то, что тебе по-настоящему нужно. Иногда это одиночество, чтобы ты научился быть собой. Иногда это предательство, чтобы ты стал сильнее. И тишина, чтобы ты наконец услышал себя. Мы часто злимся на жизнь за ее повороты, но в конце всегда видим, что все складывалось так, как надо. Не сразу, не по плану, но правильно. Потому что, преодолевая трудности и проблемы, да, мы страдаем, да, нам больно и тяжело, но мы учимся, практикуемся и в конечном итоге становимся ровно тем, кем должны. Через хаос к порядку, через боль к ясности и через худшее к лучшему. Третье. Каждый ищет свое и свое найдет. Так много людей живут, ориентируясь на чужие цели. Так часто становятся зрителем и заложником чужих убеждений и слушают людей, которых они бы не выбрали. Я долго не мог понять, зачем люди пытаются прожить не свою жизнь. Зачем выбирают профессии, которые не нравятся, пытаются выглядеть так, как нужно, а не так, как чувствуют. Зачем делают то, чего требуют от них другие, игнорируя то, чего хотят сами. Хватит оглядываться на чужой опыт, ведь по-настоящему тебя способны чему-то научить не теория, а только практика на личном опыте. Исключительно свое горе, своя радость и свои достижения. Когда ты пробуешь новое и своими руками создаешь результат. И возможностей для этого сейчас очень много. Сейчас достаточно захотеть, и можно получить любые знания онлайн. Например, дизайн – отличная сфера для старта. Она открыта для новичков и учит через практику. Если вы хотите творить, делать стильные проекты, работать с блогерами или крупными брендами, Udive School поможет начать. У них появился бесплатный курс, где вы за 5 дней не только поймете, подходит ли вам это, но и с нуля разберетесь с фигмой, изучите основы дизайна и анимацию интерфейсов, а также сделаете 4 работы для портфолио и сразу научитесь искать первых клиентов. И всему этому вас будет обучать профессиональные дизайнеры с огромным опытом, а у школы очень хорошие отзывы и уже более 7000 довольных учеников. Чего только стоит работа студентов бесплатного курса. И сейчас лучшая возможность, чтобы не откладывать и попробовать себя в новом направлении. Поэтому переходите по ссылке в описании и приступайте к бесплатному обучению.
Но дело даже не только в профессии, это касается всего. Твоих увлечений, твоих отношений, твоего внутреннего мира. Проблема большинства людей в том, что они хотят одного, а смотрят на совсем другое. Кто-то мечтает жить спокойно и размеренно, но почему-то подписан на людей, которые транслируют постоянный стресс, токсичный успех и выгорание. Кто-то хочет найти свое призвание, но почему-то копирует путь тех, кто идет совсем в другом направлении. А кто-то ищет настоящую любовь, а вместо этого следит за блогерами, которые убеждают его в том, что чистой любви больше не существует, пропагандируют потребительские отношения или нечистые намерения. Они не понимают, что таким образом сами сбивают свой фокус и рассеивают внимание. Да, мир неоднозначен, в нем всегда будет и плохое, и хорошее, и светлые, и темные примеры. Но если ты ищешь свет, почему твой взгляд направлен во тьму? Чем чаще ты фокусируешься на плохом, тем быстрее начинаешь верить, что хорошего просто не существует. В этом и есть ловушка. Ты рискуешь не заметить свое счастье, потому что заранее решил, что его не может быть. Ты не узнаешь свое призвание, если будешь убеждать себя, что его нет. Ты пропустишь нужных тебе людей, если будешь убежден, что все вокруг плохие, а энергию будешь тратить на людей, которых предпочел бы избегать. Жить своим предназначением – это значит ясно понимать, что тебе нужно на самом деле. Не то, что ты слышишь в социальных сетях, не то, что одобрят твои родители и друзья, а именно то, что внутри тебя отзывается тихой уверенностью, что это твое. Перестань отвлекаться на чужие жизни, перестань искать свое счастье там, где его просто не может быть, и не трать свою энергию на то, что к тебе не относятся. Ты обязательно найдешь себя, найдешь свою миссию, встретишь своих людей, свою любовь. Но не сейчас, а тогда, когда начнешь смотреть и искать в нужном тебе направлении. Тогда, когда ты перестанешь жить чужим и искать ответы снаружи, и начнешь слышать то, что внутри. Четвертое. Твои мысли не всегда говорят правду. Я убежден, что мы становимся ровно тем, чему сами позволяем поселиться в нашей голове. Если ты день за днем подпитываешь неуверенность и сомнения, если излишне веришь в негативные мысли, ты станешь ровно тем, о чем думаешь. Но это не значит, что у счастливых и успешных людей этих мыслей нет. Негативные мысли есть у всех, абсолютно у каждого, и избавиться от них полностью невозможно. Любой бизнесмен иногда думает, что он неудачник. У каждого артиста бывает мысль, что у него нет таланта. И каждый блогер, включая меня, порой задумывается, а тем ли он вообще занимается. Но все это не более чем побочный эффект сложностей и проблем на твоем пути. Это временный шум, который не нужно путать с твоим реальным голосом. Пойми, не каждая мысль в твоей голове заслуживает твоего доверия. Не все, что ты о себе думаешь, правда. Большая часть твоих сомнений, страхов и неуверенности – это просто случайные гости, которых ты впустил в голову. И главная ошибка – это начать верить в их слова и считать их хозяевами. Внутренний диалог формирует твою реальность. Ты постоянно разговариваешь с собой в своей голове. И то, как ты ведешь этот диалог, напрямую влияет на твое состояние и будущее. Если ты привык критиковать и унижать себя в своих мыслях, если ты постоянно убеждаешь себя в собственной слабости, именно так ты и будешь жить. Это станет твоей реальностью, даже если изначально это не было правдой. Мы не всегда можем задать тему своему внутреннему диалогу, но только мы решаем, поддерживать ли ее. Только ты отвечаешь за то, какой шум останется в твоей голове навсегда, а какой будет просто проходить мимо. Перестань общаться с собой как с врагом. Начни говорить с собой как с самым близким другом, с пониманием, терпением и поддержкой. Научи себя фильтровать мысли. Если ты чувствуешь, что мысль не помогает тебе двигаться вперед, не поддерживай ее, не спорь с ней, а просто позволь ей пройти мимо. Ты – это не то, о чем ты думаешь, а то, какие мысли ты поддерживаешь. Пятое. Никуда не нужно спешить. Ты все успеешь. Каждый из нас куда-то гонит себя, но непонятно зачем и куда. Сравниваем себя с людьми из интернета, подгоняем себя под выдуманные кем-то рамки и критерии, и тут же начинаем думать, что с нами что-то не так, если мы не успеваем за этим угнаться. Проблема в том, что мы пытаемся бежать быстрее, чем вообще понимаем, куда нам нужно. Мы пытаемся обогнать людей, которые даже не идут в том же направлении, что и мы. Вместо того, чтобы разобраться в себе, мы начинаем паниковать, загоняться и упрекать себя за то, что еще не достигли чужих результатов. В 20 еще не миллионер, в 30 еще нет семьи, и так ты бежишь, но не знаешь не только свое направление, но и то, нужно ли тебе вообще там быть. В интернете мы давно не видим реальную жизнь. Мы видим идеальную картинку и навязывание ненависти и страха к обычной. Работа – это рабство, учеба, трата времени, жизнь без миллиона на счету – вообще не жизнь. Ты заходишь в любую соцсеть, и вокруг одни эксперты. Продажи курсов, вечная мотивация, бесконечное обещание легкого успеха, и на этом фоне начинает казаться, что нормальная, простая и стабильная жизнь
это какое-то отклонение, что ты недостоин уважения, если просто работаешь в офисе, получаешь высшее образование или постепенно двигаешься по карьерной лестнице. Но правда в том, что все мы живем в экономической системе, где абсолютное большинство так и останется людьми, живущие самую обычную и размеренную жизнь. И это не значит, что они проиграли, и тем более не значит, что они неудачники. Нормально получать образование, нормально иметь обычную работу, нормально, что ты не хочешь быть предпринимателем, блогером или миллионером. Это не делает тебя хуже, слабее или глупее других. Важно, чтобы твоя жизнь тебя удовлетворяла, а не вызывала навязанное чувство неполноценности. Лучший темп – это не бешеный и хаотичный бег, а размеренный, осмысленный и уверенный шаг туда, куда тебе нужно. Неважно, быстро ты двигаешься или медленно, если ты точно понимаешь, куда идешь. Потому что если цели нет, то какая разница, с какой скоростью ты двигаешься? Научись жить в собственном ритме, позволь себе понять, куда именно ты идешь, и найди в этом спокойствие и уверенность. Ведь именно в этом скрывается сила. Не иди туда, куда тебе говорят. Иди только туда, куда ведет тебя твоя душа. 6. Добро сильнее зла. Мы живем в циничном и несправедливом мире. Зло всегда заметнее, всегда в центре внимания. Войны, кризисы, предательства. А добро часто воспринимается как слабость. Намного проще видеть в людях и мире только плохое. Проще ответить агрессией, проще пройти мимо чужой беды, проще солгать, манипулировать, использовать, проще спрятаться. Возможно, зло давно победило. Вероятно, добро не спасет весь мир. Но важно спасти свой внутренний. В бескорыстной помощи, в поддержке, искренности и честности больше силы, чем в любой манипуляции, агрессии и насилии. Когда ты помогаешь без выгоды, когда говоришь правду, когда даешь другому почувствовать, что он не один, ты не просто делаешь мир лучше, ты спасаешь свою душу от пустоты. Перестаньте верить, что зло – это властитель мира, и нужно стать холодным и циничным, чтобы его покорить, а всех людей нужно использовать. Добро не слабее, оно просто тише. Оно не так громко, не так заметно, но сильнее. Добро – это топливо нашей души, наш самый прочный фундамент. И я сам стараюсь заниматься благотворительностью, жертвовать нуждающимся, приютом для животных, помогать прохожим на улице. Всегда желаю хорошего дня, предложу свою помощь, ведь именно добро делает нас людьми. Добро помогает нам сохранить себя. Именно в этом ее сила. 7. Не всегда нужно бороться. Нас учат, что жизнь – это вечная борьба, что только через усилия, боль и сопротивление можно чего-то добиться. Мы приучили себя бороться даже там, где это бессмысленно. Бороться за тех, кому мы не нужны, за цели, которые нам чужды, за одобрение тех, кто никогда нас не примет. Жизнь меня научила одному. Единственное, что действительно стоит борьбы, это моя жизнь, мое будущее и мои близкие. Но борьба за любовь, которую тебя используют, борьба за людей, которым на тебя наплевать, за работу, которая тебя разрушает, это не подвиг, это предательство. Мы часто путаем борьбу с ценностью. Думаем, раз тяжело, значит это важно. Но это не так. Настоящее твое не должно ломать тебя изнутри. Оно может быть трудным, но не истощающим. Может требовать усилий, но не унижений. Ты не обязан постоянно идти против себя. Иногда сила – это не сжать кулаки, а отпустить. Признать, что некоторые битвы не твои, и позволить себе выйти из войны, в которой ты даже не хочешь побеждать. Будь то токсичные и давно мертвые отношения, чужие ожидания или жизнь, в которую ты не веришь. Не трать время на иллюзии. Трать его на себя и на то, что важно. 8. Прощать значит выбирать себя. Почти каждый из нас носит в себе груз разочарований, горечи и обиды на других людей. Кого-то из нас предавали, использовали, обижали. И часто нам хочется одного – отомстить, проучить наших обидчиков, получить справедливости и что-то им доказать. Но какой бы ни была ситуация, парадокс в том, что наша злость и обида не вредит тому, кто нас обидел. Она вредит только нам самим, как яд, который мы пьем, надеясь, что другому станет хуже. Не простив, ты позволяешь своей боли жить внутри себя, наивно полагая, что ты держишься за справедливость. А эта боль растет, разъедает тебя, занимает все твои мысли в голове и отнимает энергию, которую ты мог бы направить на что-то важное. Потому что это не справедливость, а твои цепи, которые не дают тебе идти дальше. Поэтому, какой бы ни была ситуация, нужно уметь прощать. Но поймите меня правильно, простить не значит оправдать. Это не значит, что тебе нужно принять обидчика обратно в свою жизнь, закрыть глаза на прошлое или позволить человеку избежать ответственности. Ты имеешь полное право не доверять, не общаться, не впускать обратно, но освободи себя от груза чужого греха. Перестань таскать внутри внутреннюю злость и обиду, потому что пока ты этого не сделаешь, эта боль продолжит управлять тобой.
Прощение – это перестать сопротивляться, принять прошлое и дать ему уйти во имя своего будущего и настоящего. Не потому, что твой обидчик этого заслуживает, а потому, что этого заслуживаешь ты. 9. Страдать не обязательно. Когда что-то идет не так, большинство не просто чувствуют разочарование, они чувствуют ненависть к себе, к жизни, к ситуации. Они начинают топить себя в ней, обвиняют себя, других, обстоятельства и очень быстро сдаются, словно это обязательный процесс. Но это не часть жизни или проблемы, это привычка, губительная и бесполезная. Если вы где-то провалились, произошло то, что вы не смогли проконтролировать, или где вы сами допустили ошибку, этап страдания и сожалений всегда можно пропустить и сразу перейти к решению той проблемы, что встала на вашем пути. Сожаления и страдания не делают вашу ошибку менее значимой, но уж тем более они никак не помогают вам ее исправить. И я не говорю про подавление эмоций. Если вам хочется плакать, плачьте, грустить, грустите, но не путайте кратковременную реакцию с образом жизни. Как только вы вместо проворачивания сотен мыслей об альтернативных сценариях, обвинений себя и оправданий начнете просто принимать ситуацию, вместо всех этих лишних действий задавать себе один вопрос: что мне делать сейчас, исходя из тех ресурсов, что у вас есть, из той точки, в которой вы находитесь, и начнете тратить все свои силы не на прошлое, а на настоящее, вы заметите, как ваша жизнь становится проще, ваша внутренняя опора и уверенность в себе крепче, а проблемы становятся не концом, а решаемым недопониманием. Поймите, что у вас нет выбора. Вы не можете выбрать другую жизнь, не можете выбрать, с чем вы столкнетесь в ней, но вы можете принять жизнь и себя. И только в этом принятии появляется настоящий выбор. Не того, что с вами случится, а того, как вы будете действовать дальше. В тот момент, когда вы перестаете бороться с реальностью и начинаете работать с ней, когда вы понимаете, что проблемы не обязаны превращаться в страдания, а могут быть шагом вперед, вы по-настоящему становитесь и свободным, и счастливым. 10. Перестаньте усложнять жизнь. Мы – результат абсолютно феноменальной случайности, и все вокруг нас – такая же случайность. Но мы почему-то решили, что у жизни есть какие-то универсальные законы и четкие правила, что мы обязаны им соответствовать, должны вписаться в некий образ и дотянуться до воображаемых идеалов. И этим мы делаем нашу жизнь невыносимо сложной. Поймите главное, жизнь не задает тебе правил, их придумываешь только ты. Нет единого универсального пути к счастью, успеху, признанию или любви. Все это вы слышите от людей в интернете, которые сами не до конца понимают, как у них вообще хоть что-то получилось. Ты не обязан идти чужим путем и мерить себя чужими стандартами. Жизнь становится прекрасна именно тогда, когда ты перестаешь играть с ней в гонки, когда прекращаешь видеть в ней бесконечную борьбу и относиться к ней как к болезни, которую нужно лечить, исправлять или терпеть. Она не станет проще, если ты продолжишь относиться к ней как к чему-то, что требует исправления. Она не станет проще, если ты будешь пытаться найти всему инструкцию. Но она станет проще, если ты позволишь себе просто жить. Это единственный реальный пункт правил. Остальное всего лишь фантазия. Держи все это в своей голове и никогда не забывай. И я уверен, именно эти установки помогут тебе полюбить и жизнь, и себя. С вами был Альберт, подписывайтесь на канал и мои социальные сети в описании, а также вступайте в мой закрытый клуб. Будьте счастливы и всего хорошего.